по юному родному городу, поспорим все кровозарным. Как эти улицы, мы сами молоды, нашу дружбу всегда храним. Павлуша! Я знал, что ты придешь. Ты должна была прийти. Ты еще не разлюбил меня. И не разлюбишь, да? Да. Что бы ни случилось. Да. Я вышла замуж за Евгения. Мы все равно с тобой будем встречаться. Этого не может быть. Неправда. Ты не могла выйти замуж за человека, которого не любишь. Ты же приехала ко мне. Неужели ты все забыла? Уходила весна в
эту ночь было нам не до сна. Мы вели без конца разговор о любви, и слова прозвучали твои. Любить — это вместе быть долгие годы. Любить — это верность по жизни нести. Любить — это с другом делить все невзгоды. Любить — это вместе пройти все пути. Никогда даже годы разлук разделить нас не смогут, мой друг. Песню белых ночей, радость первых встреч мы сумеем навеки сберечь. Это вместе быть долгие годы. Любить — это верность по жизни нести. Любить — это с другом делить все невзгоды. Любить — это вместе пройти все пути. Трудно уезжать от этой красоты. Откуда ты знаешь, что уезжать? Я знаю только, что ты мог бы остаться. А что ты выбрал? Сибирск. Сибирск? Странно. У меня там друзья. Подожди, Нина. Скажи, еще любишь? Да? 100, 1000, миллион раз. Да. Так как же будет теперь? Нина! Я откажу тебе до отъезда! Павлушенька, пора. Майку с номером положила? Положила. А трусики? Ты слышал? Он на спортивные соревнования едет, а не в Сибирь. Ему трусики нужны. А там, говорят, птицы на лету замерзают. Воробьи. Павлуша, к тебе Аннушка идет. Прощаться. Павел, ты слышишь? Не чужая она тебе, вместе росли. Будь с ней поласковее, хоть сегодня. Проходи, проходи, Аннушка. Охота тебе с цветами таскаться. Спасибо. Почему же вы не едете? Ведь он же может опоздать. Да, он может и опоздать.
Нина. Я так ждал тебя. До отхода поезда осталось 40 минут. Решила. Я приеду к тебе. Очень скоро. Пойдем, скажем. Нет, никому не надо пока говорить. Пока. Ну почему? Ну, я тебя очень прошу. Слышишь? Хорошо? Ну ты приедешь? Ну, пойдем. Здравствуйте. 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 Хотите чай? Спасибо. Ну вот, пора. Вы поедете с нами на вокзал? Да нет уж, езжайте. Будь молодцом. А Егор Дмитриевич не едет? А что тут особенного? Сын едет работать в Сибирь. Рядовое явление. Так точно, рядовое. Садись вперед, Нина. Сам поведешь? Спасибо. Записка. Я буду сестрой тебе всю жизнь. Если когда-нибудь буду нужна тебе, позови, Аннушка. А ведь ты с ней не попрощался. Аннушка, я напишу тебе обязательно. Ну, поехали в жизнь. Меньше, чем открывать Америку, ты, конечно, не согласен. Все мы такие выходили из института. Карпов, ну как ты 20-м редуктор наладил? Все в порядке, Федор Федорович. Молодец. Да, а жизнь, наоборот, штука серьезная. Жизнь, она каждого ставит на свое место по заслугам. На барже! На барже 317! Нос задавили! Воды нахлебаетесь! Берите с носа! Хорошо работает. Смородина? Сигналов не подает. Груз берет рывком. Блок на стреле не смазан. Слышь, поскрипывает? Слышу. В своей кабине из кокетства стекло выбило. Привет! Не заглядывайся, пойдем. Мой участок имеет 2 группы кранов. Федор Федорович, подпишите. Портальные и плавучие. Опаздываешь. Успеем, Федор Федорович. В каждой группе свой механик. Вира! Механики оба хорошие, но разные. На плавучих Батавин Петр Ильич, а на портальных Дубовик Сидор Афанасьевич. Большой хозяин, но заменить его неким. Не буду грузить.
Нет, не буду. А по мне хоть сам начальник порта. Да-да, это я говорю, Дубовик. Узнал? Сидор Афанасьевич, познакомься. Твой начальник Кауров Павел Егорович. А у Грейфера в тяге исправил, как я тебя просил? Когда песочек заедает, будь он проклят. Сидор Афанасьевич, я тебя прошу, ты введи в курс дела Павла Егоровича. И потом я тебя прошу, ты насчет тяги не забудь. Не забуду. Павел Егорович, ты потом к Батавину ступай, он на кране возле угольного. Раньше у нас начальников над кранами не было. Обходились. Так кто было раньше, а не теперь? Ясно? Смотри-ка, кто это там идет? Незнакомая фигура. Простите, могу я видеть товарища Батавина? Здравствуйте, я Кауров, окончил Ленинградский институт, назначен к вам начальником крановой группы. Один у папы с мамой. Не хотелось ехать. Это к делу не относится. Товарищ Кауров, кажется, да? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Батавин Петр Ильич. Что, все развлекаетесь, да? Я бы хотел, как говорится, поскорее в курс дела. Понятно. Ну, сядем. Товарищ Батавин. Как звать? Павел. Ну что, Павел, денек покрутишься с нами на монтаже? Ощупаешь кран своими руками. Ну, конечно, в институте болт рассчитать, пожалуйста. А вот завернуть его. А для этого рабочий класс. Как болт завернуть? Это Павел в 5 минут поймет. А вот ты скажи, как нам стрелу рассчитать? Сколько нагрузу поднять может? Ну-ка. Я инженер не набиваюсь. Ну, то-то вот. Удачно приехал. Новые краны монтируем. И вот вчера мы тут все мучились. Никак схему управления понять не можем. Новая и очень сложная, черт ее дерит. Позвольте, я посмотрю. Ну-ка. Так это же здорово. Это проще и удобнее, чем старое. А вот эту тягу куда? Шилов, любознательный юноша. Вот смотри, видишь этот рычаг? А это вот куда? О. А Дербенев критической личности. А это вот к этому узлу. Да, это тебе не болты закручивать. Да, и верно. Верно, проще, ребята. Как же вы вчера с вами не сообразили? Ну что же, разбираешься. Разбираешься. Да я в институте в кинематике неплохо разбирался. Эй, насловучек! Обед у вас кончился! Ну, мы пойдем теперь свяжем теорию с практикой. Пойдем. Что я на вас всю жизнь буду работать? Сколько надо, столько и будешь. Дубовик прикажет хоть в воду, а без его согласия не могу. Съест, посолит и съест. А у нас начальство повыше дубовика имеется. Тоже, кажется, немного знакомы. Привет! Здравствуйте. Смотри, не влюбись.
перекос. Погнула при перевозке. Ира! Петр Ильич, надо опустить стрелу, и она просто своей тяжестью встанет на место. Да что-то нельзя. Сорвется, пробьет кабину. Ну а так полдня потеряем. На работе тоже терпения надо. За девушками ухаживал, не торопился? За девушками как раз торопиться надо. Война! Живы! Присылают тут всяких. Начальство. Но я пойду. Мне тут еще в одно место надо. Ну что ты сбежал, чудак? И чего на работе не бывает? Снесло бы кабину, если б не вы. У тебя какая квалификация? Инженер-механик по подъемно-транспортному оборудованию. А как выписать наряд рабочему знаешь? Расценки, а выписку запасных частей, материалов. Вы тут сразу все решили, что я чемоданник, маменькин сынок. Ничего не знаю и не умею. Нет, погоди, Павел, погоди. В дело надо входить терпеливо. И главное, ты уж на меня не обижайся, не строй из себя начальника. Чтобы командовать людьми, надо знать больше их. И вот придется нам, старшим товарищам, помогать тебе. И ничего обидного в этом я не вижу для тебя. Ничего. Однако ножки за тебя передвигать никто не будет. Я не обижаюсь, я вам верю. Ведь я же по своей воле приехал сюда. Ко мне и невеста скоро приезжает. Невеста приезжает? О, это важный аргумент. Нет, я не для того сказал. Я понимаю, понимаю. Очень хорошо, что невеста приезжает. Очень хорошо. Пойдем. Простите, извините. Позвольте, позвольте. Осторожней. Молодой человек, ты что вы делаете? Вы что, не видите, молодой человек? Простите. Нина! Павлик, Павлушка! Ну что ты, что ты? Я даже не знала, что так люблю тебя. Да не надо, Павлик. Павлик, не надо. Ну, Павлик, подожди. Мне завидно, Ниночка. Тамара! Мы не виделись целых 2 недели. А я думал, лет 20. Ниночка. Спасибо. Познакомься, Павлуша, это мои друзья Петунины. Евгений. Моя сестра. Тамара. Павел. Носильщик не нужен? Нет, нет, не нужен. Нет. О, простите. Пожалуйста.
какие красивые дома! Не хуже, чем в Ленинграде. Вот мой дом. Что, вы уже приехали? Евгений, автор проекта. Ваше заключение, коллега? Какая гармония, какие пропорции, а? Да, в такой дом труд надо вложить. Главное творчество и талант. Кирпичи складывать всякий может. А вот называют здание по имени архитектора. Поехали, поехали. Остановите, пожалуйста, на минутку. Ну зачем ты остановил машину? Дело в том, что это мой дом. Ну, конечно, не в том смысле, что я его строил, а в том смысле, что я в нем живу, понимаешь? А я не знал, что они придут встречать тебя на вокзал. У меня там ничего нет. Ну, неловко их звать. Ну ничего, ничего. Они люди без предрассудков. Подожди, я им сейчас все скажу. Без вас обедать не сядем. Слышите, Павел? Они просто решили, что нам с тобой еще раз захотелось поцеловаться. И правильно решили. Вот наши апартаменты. Сильное впечатление? Что же мы с тобой будем делать? Выходи за меня замуж. Кончишь институт, работы здесь знаешь, сколько для архитектора? Куда ты? Мы же оставили чемодан в машине. Он у Петуниных. Так я сбегаю за ним. Не надо. Они ждут нас к обеду. Лимонную или нашу сибирскую? На ваш вкус. Я надеюсь, никто не обидится, если мы сначала выпьем за нашу очаровательную гостью. Конечно, за исполнение твоих желаний. Вы так бесстрашно пьете за это? А вы почему не с нами? Садитесь, бабуся. Я потом, милый. А что академик Голубинский по-прежнему любит свои пироги с капустой? Ему уже поздно менять свои привычки. Да. Вот так мы и живем. Тихо, мирно. Может быть, немножко патриархально. Но вы чуткая художественная натура, будущий архитектор. Вы поймете, как вся эта обстановка помогает мне острее воспринимать современность. Контрасты обостряют мое ощущение новых архитектурных форм, новых материалов, пенопластика, стеклопластика. Вы помните, как говорил Маркс о искусстве древних эллинов? Оно прекрасно, но неповторимо, как детство человечества. Когда вы, наконец, научитесь подавать? Пелагея Ивановна, вы на работе. Даже на производстве за брак вычитают из зарплаты. Оставьте. Я пойду покурю. Паша. Павел, пельмени же будут.
Что с тобой, Павлуша? Ну не придавай ты этому такого значения. Ну, мало ли что бывает в жизни. Уйдем отсюда поскорее, Нина. Иначе мы поссоримся. Ты стал такой нервный. Трудно тебе. Чужой город, чужие люди, не лады на работе. Ну, теперь все хорошо пойдет. Ты приехала. Я буду все время чувствовать, что дома ждешь меня ты. Знаешь, Павлик, Тамара очень любезно предложила мне остаться у них. Но все равно, говорит, у нас комната пустует. Я подумала и поняла, что очень обижу их, если откажусь. И ты согласилась? Так будет лучше. Будь благоразумным, Павел. Павел! Я становлюсь благоразумным. Мне завтра на работу рано вставать. С утра пораньше. Молодец. Здравствуйте. Да вот изучаю документацию. Это хорошо, она у нас запущена. Да. 10 лет. Что? 10 лет назад и я вот так же приехал сюда. Да чего ж я тогда растерялся? Ну, думаю, учили меня, учили разным премудростям, а вот тому, что в жизни на работе нужно, не научили. Бежать домой характер не позволил. А в порту я оказался себе лишним. Побежал я однажды на мост, облокотился на перила, и такие дурные мысли мне в голову полезли, что теперь даже и вспомнить стыдно. Но я и через 20 лет таким не стану. Не зарекайся. 10 лет в нашей жизни большой срок. Здравствуйте. 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 Ну, как там у вас на песочке? Не важно. Дубовик задерживает боржи. Первый кран не сдан регистру, и Пулин запретил на нем работать. А, этот Дергун суется всюду. Пулин не Дергун, он отвечает за безопасность. Когда грейфер со дна поднимаете, много теряете времени? Что, пока вода течет? Конечно, много. Иначе кран опрокинешь. Задача вроде несложная, но найти для нее решение простое, экономное, не так-то легко. Вот я и хотел спросить Павла Егорыча. Ты ведь в кинематике неплохо разбираешься, а? Вы понимаете, о чем идет речь, товарищ Кауров? Понимаю. В щеках грейфера надо прорезать окна, чтобы вода стекала. Сможете рассчитать высоту и размер окон? Конечно, смогу. Это дело непростое. Да, но мне очень хотелось бы приступить к настоящему делу. Ну, ладно, договоритесь с Петром Ильичем. Пошли, Петр Ильич. Так вот, завтра я пришлю тебе грейфер. Вырежешь окна. Здравствуйте, Петрович. Здравствуй, Семочка. И знаешь что? Приезжай к нам деньков на 10 и наладишь дело. Договорились? Договорились. Хорошо. Здравствуйте, Петр. Здравствуйте. Здравствуйте. Да. А как невеста? Все в порядке. Поссориться успели. Смотри, не обижай девушку. В такую даль за тобой прикатила. На это, брат, не каждая способна. Знаешь, как это называется? Хочешь правду? Подожди, Нина. Ведь я только на 10 дней к Петру Ильичу ехал. А я только на месяц к тебе приехала. Все бросила. В Сибирь приехала. А ты на 10 дней не можешь отложить свою поездку. Нина. Уйди. Уходи. Уезжай куда хочешь. Я не понимаю, что ты из-за нее отказался от путевки на юг. Но ведь это смешно, что ты задумал. А это тебя не касается. Павел, идите к нам.
Вам нельзя сейчас уезжать, Павел. Я понимаю, вы не можете отказаться от поездки перед реакцией порта. Но я могу достать вам бюллетень в своей поликлинике. Освобождение от работы. Ну что вы говорите? Ну нельзя же так мучить Ниночку. Ну мы сами как-нибудь разберемся. Женщины никогда не поймут мужчину. Поездка нужна не дирекции, а в первую очередь самому Павлу. Человек хочет войти в жизнь порта, найти свое место. Конечно, дело это новое, и я смогу принести пользу. Пойду домой, поработаю. Павлуша, прости меня. Я не могу больше здесь оставаться одна. Давай поженимся. Хочешь, я не поеду сегодня к Петру Ильичу? Товарищ Кауров! Товарищ Кауров! Крейсер доставлен. Давайте чертеж. Закуривай. Ленинградский. Будь другом, видишь? Вы будете, товарищ Кауров! Да? Петр Ильич прислал за вами! Передайте Петру Ильичу, что я не могу приехать сегодня. Павел Егорыч! Пошлите мне Витю скорей! А что случилось? Подъем у меня тут не работает! Вот видите, не могу. Чертеж тебе не нужен? Да ладно. Вы что все считаете? Что комсорг для вас скорая помощь? Да что ты, Витя? Здравствуйте, Павел Егорович. Здравствуйте. Ты долго так держаться собралась? Так ведь на всякий случай же. А для бабушки тоже думала, пока за выключатель держишься, свет горит. Ну что делать-то будешь? Опять все тормозки в порядке. Контакта не было. Валь, Коченко. Кауров.
шагающий экскаватор. Всегда к тебе вовремя поспеет. Ведь он на самое место крана. Вань, ну скажи, сколько поднять сможешь? Ну ладно. Ну ладно уж скажи. Ну 130, а что? Вот видите, Павел Егорович, полчаса кран простоял, завтра другой простоит. А может и целых 2 сразу. Они у нас все в беспорядке. А вы кому-нибудь говорили об этом? Дубовику. Ну и что? Ну ничего. Надо посмотреть все краны. Без дубовика? Пойдемте. Видели, на барабане троса запутались? Был бы сменный журнал. Сразу понятно было, кто виновник. Дубовик записи не любит, сам с ошибками пишет. Ну как? Опять рвет. Весь ходуном ходит. Как нежно. Нежно на нем работать надо. Много на нем заработаешь при нежном-то обращении. Вот так везде. Вот видите? Здесь перила оборвались. Сваркой прихватить надо. Вылет у него тяжелый. На первой скорости даже не берет. Надо противовес добавить. Запишите. Выходит, краны у вас беспризорные? Да нет, про старые этого сказать нельзя. А вот новых кранов дубовик боится. Сам не подходит и других не допускает. А случай что? Кто виноват? Мы? А разве мы не говорили? Ведь ему говори, не говори, все одно, как о стенку гороху. Моя в воле, я б ему. Привет, Федор Афанасьевич. Что это у вас здесь? Что? Собрание или митинг? Вы за простое отвечать будете. Я за вас к прокурору не пойду. Ну что ж, идите, товарищи. Рабочее время, товарищ начальник. Федор Федорович, дубовик подчинен мне или нет? Пока, сами понимаете, никто вам не подчинен. Тогда какую же работу можно с меня спрашивать? А с вас пока никто ничего и не спрашивает. Иначе я спросил бы вас, почему вы не уехали к Батавину? Стыдно мне было перед всеми в порту. И не оставляла меня мысль, что не ко мне ты приехала. Тогда зачем же ты торопила со свадьбой? Вы будете за нами. Разводы на той стороне. А мы сочетаемся. 35 лет душа в душу живем. А чтоб квартиру получить, документ нужен. Товарищ Белохвостов и товарищ Изюмина. Прошу вас. Пойдем, невеста. Скажите нам напутственное слово. Задали вы мне задачу. Вот, строители Комсомольского. Они не страшились жизни в шалашах и землянках. На ветру, в 40-градусный мороз. Вот и Павлуша, насколько я его успел узнать, принадлежит к людям, которых влечет романтика трудных начал. Вот такие, как он, не знают дороги назад. Ну, это уж вы хватили. Нет, нет, именно так, дорогой друг. Поверьте, что я немного разбираюсь в людях. А вашу верную спутницу ожидает неспокойное счастье переездов, радость освоения новых мест, трудная,
но настоящая жизнь. От всей души желаю вам счастья. Спасибо. Я до сих пор не понимал, за что Нина так уважает вас. Спасибо. Ты хорошо умеешь говорить, Евгений. Товарищ Кауров, товарищ Полонская, прошу вас. Когда будешь расписываться, наступи ему на ногу, чтобы всегда твой верх был. Нина. Проходите, товарищи. Садитесь, пожалуйста. Ваши паспорта? Забыл паспорт. Как это на тебя похоже? Не волнуйтесь, товарищи. Всякое бывает. Олегусь, а к вам сестра из Ленинграда? У меня нет никакой сестры. Господи, кого ж я впустил-то? Ты зачем приехала? Мама сама приехала бы, но она заболела А что с ней? после твоего письма. Отец хотел приехать, но у них на заводе пускают новый цех. Мы втроем решили, что я должна быть сейчас с тобой. А я, по-вашему, сам ничего решить не могу? Твои родные не хотят этой свадьбы. Знаем мы твою Нину. Ну, это никого не касается. Отца и матери не касается? Да. И напрасно ты приехала. От этого ничего не изменится. Ничего. Мы сегодня, сейчас же идем в ЗАГС. Мы уже были там. Я вот только паспорт забыл. Отдай. Отдай, говорю! Теперь ты меня, конечно, убьешь. И правильно сделаешь. Но я ведь не хотела, Павлуша. Я сама не знаю, как это у меня получилось. Хочешь, я дам тебе 100 рублей. Ты пойдешь в милицию, и через неделю получишь новый паспорт. Мне паспорт нужен не через неделю, а сегодня. Сейчас. Ты понимаешь это? Понимаю. Ну что же делать? Это, конечно, скоро заберет Павла к себе в Ленинград. Я представляю, как будут любить тебя родители. Ты не побоялась поехать за Павлом в Сибирь? Отец никогда не заберет Павла в Ленинград. Ну, значит, мы никогда не расстанемся с вами. Вы же сами говорили, надо уметь жить. Что случилось? Оказывается, у меня паспорт на прописке, а там неприемный день. Я ходатайствую за Павла. Но разве вы не видите, как он огорчен? И потом, поверьте мне, хуже тех слов, которые он сейчас сам говорит себе, вам все равно не придумать. Я не виноват. Честное слово, я не виноват. Бедный, глупый мальчик. Ну ничего, приходи вечером. Не надходчив. И не пропадать же такому столу. Поздравляю! Гош! Я объяснил бы тебе все, Нина. Все. Но не успел опомниться, как случилось большое несчастье. Петр Ильич, отойдите, молодой человек. Состояние тяжелое. Расходитесь, товарищи. Расходитесь. Расходитесь.
Доктор, сделаем все, что в наших силах. Да. Грейфер был недостаточно облегчен. Окна были вырезаны слишком высоко. Здравствуй, Павлик. Как хорошо, что ты пришел. У нас сегодня к чаю пирог и варенье. Ты любишь пенки? Ну, попробуй. Вкусно? По моей вине опрокинулся кран. Петр Ильич Батавин при смерти. Евгений! Евгений, ну ты слышал? Этот Батавин в очень тяжелом состоянии? Думали, что умрет. А может кончиться этим? Ну, откуда же он может знать, Евгений? Понятно. Батавин действительно парторг. Ну да, я же тебе говорила. Павлуша, может быть, тебе полететь в Ленинград? Посоветоваться с отцом? Наивно, Ниночка. От закона не спрячешься. Даже у папы в Ленинграде. Сейчас я позвоню адвокату, и мы с Павлушей поедем к нему. Я не понимаю. Зачем к адвокату? Не будьте бабой, нужно защищаться. Дело пахнет 10 годами тюрьмы, юноша. Ты меня любишь, Нина? Ну, конечно, люблю, в этом и беда моя. Ты будешь ждать меня 10 лет? Ну, при чем здесь ждать или не ждать? Не дури, Евгений прав. Спасибо. Идите. Надо действовать. Уйдем отсюда, Нина. Куда уйдем? От непрошенных адвокатов. Если ты останешься здесь, между нами все будет кончено. Жених! Ты что здесь делаешь? Хочешь, я приготовлю тебе ужин? Не надо. Может быть, вся эта авария произошла потому, что я ничего не замечал. Ни о чем не мог думать, кроме Нины. Говорят, все влюбленные сходят с ума. От любви все в жизни становится лучше. А у тебя не любовь, а болезнь какая-то. Слушай, Аннушка, я только тебе могу сказать. Все думают, что я не смог, не справился. А я... Не надо рассказывать. Я знаю, ты честный. И поступишь как надо. Но если с ним что-нибудь случится, я не знаю, как буду жить дальше. Мне не надо было ехать в Ленинград советоваться с отцом. Я очень хорошо помнил мой последний разговор с ним. Да, я вот сейчас прикидываю, прислали бы тебя ко мне на завод.
Ну, инженерская жилка в тебе есть. Способности. Способности тоже есть. Но все-таки пришлось бы с тобой повозиться. Ты пойми меня правильно. Мы ведь, старики, повернули к вам жизнь-то одной ее приятной стороной. То ли потому, что самим нам было трудно, то ли потому, что сильно жалели вас после войны. Нет в вас твердости, устойчивости. Ты только не бойся за меня. Одного боюсь. Не случилось бы с тобой что-нибудь недостойное. Я же вам сказала. Врачи ничего определенного пока не говорят. Но я бы хотел... Простите, я занята. На Каурове выехать легче всего. А я подумала и решила, что я виновата. Мы плохо помогали ему. Ты не нянька. Если надо, комсомол должен быть и нянькой. Мне кажется, во всем виноват главный инженер. А вы думаете, что вы говорите? Облегчение Грейфера – дело непростое. Разве Кауров мог учесть силу сцепления с водой в момент выхода Грейфера на поверхность? Разве нам был прислан инженер с дипломом? Но без практического опыта, не изобретатель. Можно войти? Входи. Тут за меня заступались. Простите, я все слышал. Но в случае с Петром Ильичем я виноват. Я не успел сделать расчет. Я только на глаз прикинул. И пусть меня судят. Это, конечно, другое дело. Судить его мы не имеем права. Он еще ни за что не отвечает. А вот гнать его из спорта, гнать в 3 шеи, тут и думать нечего. Уж лучше бы ты молчал. Лучше, что сказал. Значит так. Поедешь с аварийной бригадой. Будешь отвечать за подъем и ремонт. Вернешься, будем думать, что с тобой делать.
Водолазов надо. Водолазов. Без вас догадались бы. 305-я баржа с сахаром на мель села. Спасать надо, ясно? А зачем мы сюда приехали? А у тебя что, уже пятки чешутся? Ребята! Зачем? Надо что-то придумывать. Товарищ, что он делает? Противовес надо начинать, это точно. А ну на буксире! Отваливай! 8 градусов. Надо как-то иначе. Они же 50 килограммов. Их там 180 штук. Я запрещаю. Я приказываю прекратить это. Эх вы! Выходи из воды. Выходи, говорю. Вылезай. Ну, вылезай же, говорю. Ну, ты же хорошая девчушка. А ну, поднимайся. У тебя сил больше нет. Я во всем дело. Я не уйду, пока все не достану. Теперь надо кран в воде размонтировать на узлы, поднять по частям и везти в порт. Ну да. Осталось начать, докончить. Одним краном сразу не поднять. Разбирать все придется. Дня 3-4, не меньше. А через 2 дня кончается месяц. И не только месяц, квартал. Вот мы с вами и выполнили план. 2 кранами можно взять площадку с лебедкой сразу. Перегруз тут всего 15%, а при грузовом испытании допускается до 25%. Еще 2 крана опрокинуть. И вся работа пойдет в 2 раза скорее. Ни в коем случае. Я запрещаю. Не делайте этого, товарищ Кауров. Достаточно с нас одной аварии. Мы доложим начальнику порта, а вы ждите его указаний. Вот так. Федор Федорович! Поспал бы со всеми, а? Вот и мой такой же был. Упрямый.
Решил? Что решил? 2 кранами поднимать. Страшно. Эти расчеты они должны точно показать, можно или нет. Быстро ты. Вы, ребят, все в математике способные. Горыч в технике разбирается. Что ж ты раньше не работал нормально? Ждал, пока кран опрокинется. Ну ты зря не болтай. Ну так что, рискнем, ребята? Это может получиться. Если только, конечно, смотреть всем в оба. Потихонечку, по сантиметрику. Ну, если потихонечку. А как же без разрешения? На буксире! Подавайте оба крана сюда! А чье распоряжение? Они спрашивают еще распоряжение. Передай начальника порта. Если что, все отвечать будем. Двумя кранами поднимали. Зачем 2? 2. Все подняли? Все. Есть список. Вот Егорыч расчеты сделал, инженерские. Так. Федор Федорович, объявите благодарность в приказе всей бригаде. Спасибо, товарищ. Спасибо. Ну, а теперь идите отдыхать. Идите. Ну, а ты расчеты свои сохрани. Вы разрешите? А завтра на диспетчерской приходи. Ах ты, Паша, мамино горе. Откуда ты взялся? Входи. Садись. Бери стул, садись. Ну как вы, Петр Ильич? Ты лучше всех. А? Тебя на свадьбе гулять собираешься. Ну, а у вас как? Кран подняли, в порт доставили. Вовка, молодцы. Я прямо к вам. Ребята привет передавали. Завтра зайдут. Спасибо. Не маленькой, верно? Верно. Кому не велели вставать? Ой, мне. Зачем я доктору обещание давал, если меня все равно не слушаются? Ну, прости, брат, забыл. Сын? Сын. Соседской. А что, у вас дома никого нет? И почему же? Все дома. Все здесь. Петр Ильич, я пришел вам сказать... Не надо, Павел. Не люблю о вчерашнем дне говорить. Давай садись поближе. И потолкуем о том, что нам завтра понадобится. Но не волнуйся. Будет из тебя инженер, будет. Кузнеца достали, Егорыч. Во, золотые руки. Да? Здравствуйте, Кауров. Снегирев Кузьма Кузьмич. Можете вы нам помочь? Выправить стрелу, стену кабины, крышу в 3 дня. Ведь невозможного в природе ничего не бывает. Так давайте сразу же приступим. Ведь работа цену любит. Покажите наряд. Так, ну что же,
3 дня? 207 рублей. Это по норме. Это то, что вот жене принести. А мастеру тоже жить надо. Позвольте, я не понимаю. И чему их там в институте учат? Рабочего человека понимать надо. Ну, тут 3 вот по норме, да? Поставить 6. Ах, так. Да. Наш разговор все слышали? Возьмите наряды. Смотри, какой. Молодой еще пацаненок. Сам придешь просить. Чего от дела отрываете? Напрасно принципиальничаешь, Егорыч. Скорее бы было. Нет, на это я не пойду. Ладно. Надо буксир доставать. Надо просить разрешения, когда вы входите в кабинет. Мне не до этого. Дайте мне буксир на 10 минут. Подвести понтон к стенке. Капитану парохода «Север» явиться к диспетчеру порта. Товарищ Кошкин. Заявки принимаются накануне, за день. Учитесь работать, молодой человек. Все? Все. Давайте, товарищ Кошкин. За вчерашний день никаких особых происшествий не было. 307-ю баржу с сахаром водолазы сняли. На завтра, значит, требуется дополнительно 2 бригады грузчиков и сверхурочная работа 1 портального крана ввиду извещения о прибытии 2 буксиров сверхплана. Все. Можно вопрос? Давай. Скажите, товарищ Кошкин, что у вас делал буксир Пирогов от 8 до 9 утра? Был на приколе. Работы не было. Под парами? Конечно. Больше вопросов не имею. Ну, давай ты, Кауров. Кран доставлен вчера, за 2 дня до назначенного срока. И монтаж был бы закончен досрочно. Если бы у нас в порту все работали с душой. Неформально. Не губили бы краны. Я свою вину сознаю. И готов отвечать за нее. Вот почему вы мне буксир не дали. Ведь он стоял у вас под парами без дела, а я его не на прогулку просил, а подвести понтон к стенке. Вот мы вручную подтягивали понтон. И стоимость потерянного нами рабочего времени просим взыскать с товарища Кошкина. Много у нас еще таких. Вот мне прислали кузнеца. Он согласился выполнить задание, но за это потребовал приписки в нарядах. А его, говорят, все знают как хорошего мастера. Плохо, значит, знают. Да вы его не так поняли. Нет, я его хорошо понял. И вас теперь понял, товарищ Дубовик. Вы мне прокурором грозили за то, что я Котченко от работы оторвал, потому что он все ваши больные места знает и показал мне, как запущены у вас краны. Так, значит. Спокойно, Дубовик. Начальник. Эй, ребята! Пойдем сюда! Ну как, Егорыч? Есть к тебе разговор. Лады. Привет Егорычу! Привет! Привет!
хочу рекомендовать тебя вместо дубовика. Меня? Его? А что? Можно. Нужно. Да нет, вы что, ребят? Вы что? Ведь я же не справлюсь. А ты не торопись, подумай. Ты не думай, Валя. Получать-то меньше будет. Стой. А ей какое дело, сколько он получать будет? А может, он знает? Да ну ладно, ладно. Говорят про наших ребят, что если мы вместе работаем, песня пойдут у нас на нас. У нас находятся друзья, товарищи, и отступать тревожный Пойдем по юному родному городу, поспорим с ветром озорным. Так эти улицы мы сами молоды, нашу дружбу всегда храним. Павлуша! У нас находятся друзья, товарищи, наступает тревожный час. Да, я один во всем виноват. И в том, что случилось в порту, и в том, что она осталась там. Она сделала это из гордости. Назло мне и себе. Слушай, Аннушка, представь себе, ты полюбила человека и приехала к нему за 1000 километров. Понимаешь? Понимаю. Бросила все. К нему приехала, а он в тот же день поругался с тобой. Ушел, даже не попрощавшись. Обидно? Обидно. А потом еще хуже, вся эта история с паспортом. Ведь можно было подумать, что он просто не хочет на тебя жениться. Что ты зря приехала. Нет, я бы не подумала. А она подумала. Она уехала в Ленинград. Она вышла замуж за Евгения. Какая пакость. Она это сделала назло. Назло мне и назло себе. Ей же даже посоветоваться было не с кем. Мне помогали все. А ей кто помог? Кто был у нее здесь, в чужом городе, кроме меня? Один Евгений. Вот он и помог ей. Что же мне делать? Не знаю. Не надо меня об этом спрашивать. А я знаю. Пойду и уведу ее. Не пойдет она с тобой. Силой уведу. Она потом поймет, что иначе я не мог. Куда это он? Ты что, не сказала ему? Павел! Аннушка уезжает сейчас! Павел!
прощался. Она же на твоих глазах вещи собирала, в чемодан укладывала. Конечно, она могла бы остаться здесь и работать у нас. Мы предлагали ей, просили, но она не захотела. Почему? Почему? А я думала, ты знаешь. Привет, Егорыч. Здравствуйте. Ну, Здорово. как? Да вот всю ночь не спал. Привет. Думал. Решил? Да боюсь, не справлюсь. Поможем. Все поможем, верно, ребят? Ну, конечно, поможем. Ну ладно, Вась, соглашайся. Видишь? Даже она согласна. Ты даже не знаешь, как это важно и дорого, что она согласна. Ну трудно, ты понимаешь? Трудно. А ты думаешь, мне было легко? Ты думаешь, мне сейчас легко? Доброе утро. Доброе утро. Заходи сегодня вечерком, кое-что обмозгуем. Америки ты, конечно, не открыл, но подъем 2 кранами – это новинка. Привет, Кауров. Как здоровье? Отлично.